Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю очень простой, домашний и очень вкусный торт «Золотой ключик». Рецепт из старых запасов, старенький, проверенный. А золотым ключиком этот торт называется потому, что в его составе, причем и в составе бисквита, и в составе крема, вареное сгущенное молоко. И в результате торт по вкусу отчасти напоминает известный рисский «Золотой ключик». Давайте приготовим. Для теста нам понадобится 150 грамм вареной сгущенки, я покупаю уже готовую, сама не варю, 240 грамм муки, 2 куриных яйца среднего размера, 200 грамм сметаны. Сметану можно взять любой жирности, я обычно беру 10 либо 15%. 200 грамм сахара. Торт получается довольно сладким, поэтому при желании можете взять сахара немного меньше. Немножко негашеной соды, буквально щепотка. И 5 грамм разрыхлителя для теста. Выпекать торт я буду в разъемной форме для тортов. Диаметр формы 24 сантиметра. Низ формы я застелила бумагой для выпечки. Борта смазала сливочным маслом и просыпала мукой. Лишнюю муку стряхиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем. Смешиваем как можно тщательнее, чтобы бисквит поднимался равномерно. К сметане добавляем щепотку негашеной соды. Сода нужна для того, чтобы погасить кислоту, содержащуюся в сметане. Если у вас сметана не кислая, соду можно пропустить. Яйца взбиваем с сахаром в легкую воздушную массу. Сюда же кладем вареную сгущенку и размешиваем миксером, чтобы сгущенка разошлась. Добавляем сметану и промешиваем миксером до однородности. В результате получается вот такая негустая масса. И в последнюю очередь вмешиваем в тесто муку с разрыхлителем. Вмешиваем довольно быстро, поскольку в муке уже есть разрыхлитель, при попадании в тесто он сразу же начинает работать. Помимо этого от длительного замеса тесто может затянуться и бисквит получится плотным. Сначала я просто размешиваю тесто лопаточкой и в конце коротко пробиваю миксером до однородности. В результате получается вот такое негустое, льющееся тесто. Выливаем тесто в форму, разравниваем. Форму можно несколько раз прокрутить, для того, чтобы в центре образовалась воронка. И бисквит получился более ровным. И выпекаем в предварительно разогретой до 170-180 градусов Цельсия духовке примерно 30-40 минут до готовности. Готовность определяем либо легким надавливанием на середину, либо при помощи деревянной шпажки. Шпажка, воткнутая в центр пирога, должна выходить чистой, без следов теста. Сразу же после выпечки форму ставим на решетку, для того, чтобы у нас охлаждалось донышко. И оставляем на решетке минут на 15-20, чтобы бисквит слегка подостыл. А затем форму снимаем. Вот такой у меня получился бисквит, он достаточно высокий. Он, как правило, получается не очень ровный, холмиком. Возвращаем бисквит на решетку и оставляем на решетке на 3-4 часа, чтобы он полностью остыл и выстоялся. Такой бисквит, как правило, получается холмиком. И по всем правилам, для того, чтобы торт получился ровным, этот холмик нужно просто срезать и использовать в другом рецепте. Но дома, как правило, я так не делаю. Сначала разрезаю бисквит в том месте, где начинается холмик. Посмотрите, какой красивый пористый получается бисквит. И затем срезаю самую верхушку холмика. В результате получается пусть не идеальный, но довольно ровный корж. Этот корж я положу на самый низ торта. А оставшийся ровный корж я разрезаю примерно пополам. Срезанную верхушку нарезаем и подсушиваем в духовке до сухариков. Дадим остыть. И затем я их измельчу в крошку и буду использовать эту крошку для украшения торта. Для крема нам понадобится 220 грамм сгущенки. Обычно в банке вареной сгущенки 370 грамм, 150 грамм я взяла для того, чтобы приготовить тесто. И вот оставшиеся 220 грамм я буду использовать для приготовления крема. 250 грамм сливок для взбивания. Напомню, что взбиваются только очень жирные сливки жирностью 30% и выше. Я, как правило, беру 35%. И 100 грамм сливочного масла для стабильности крема.
Как вариант, этот крем можно готовить только на вареной сгущенке и взбитых сливках. Он тоже будет очень вкусным, но мягким. Со сливочным маслом крем будет лучше держать форму. А также понадобится немного грецких орехов. Я взяла 50 грамм, но вы можете взять больше, а можете не брать вовсе. Орехи слегка подсушиваем в духовке и мелко нарубаем. В отдельной емкости взбиваем сливки. Напомню, что взбиваются только жирные и очень холодные сливки, поэтому до того момента, когда вы начнете работать со сливками, сливки и емкость, в которой вы будете их взбивать, должны быть в холодильнике. Взбиваем сливки до устойчивого состояния, но при этом очень желательно сливки не перебить. Они должны хорошо держать форму, но остаться мягкими. Отдельно взбиваем вареную сгущенку и сливочное масло. Сливочное масло должно быть не холодным, его нужно заранее достать из холодильника и дать согреться до комнатной температуры. И далее постепенно смешиваем взбитые сливки и подготовленную сгущенку со сливочным маслом. Можно при помощи миксера, но аккуратно, быстро, чтобы массу не перебить. В результате получается вот такой очень нежный, воздушный и очень вкусный крем. И при всей своей нежности он хорошо держит форму. Пропитывать коржи я буду теми же сливками, которые я использовала для взбивания, но как вариант можно взять сметану, либо приготовить стандартный сахарный сироп. Но торт получается довольно сладким, поэтому я предпочитаю сливки. Коржи можно пропитать заранее. На корж распределяем примерно треть всего подготовленного крема. Посыпаем рубленными орехами. Сверху кладем следующий корж. Еще один слой крема, слой орехов. И выкладываем верхний корж. Верхним я, как правило, выкладываю тот корж, который был внизу формы. Верх и бока торта промазываем кремом и украшаем торт по собственному желанию. Бока торта я просыпала подготовленной ранее крошкой. Крошку уплотняем. Для украшения торта я оставила примерно 3 столовые ложки крема. Переложила крем в кондитерский мешок. К сожалению, в наличии была только такая очень маленькая по диаметру насадка. При помощи этой насадки я отсадила вот такие завитушки и украсила рубленными орехами. Ставим торт в холодильник на 3-4 часа, чтобы торт пропитался, стабилизировался крем, и можно всех звать к чаю. Торт получается действительно очень домашним, вкусным и напоминает знакомую с детства ириску «Золотой ключик». Итак, наш торт «Золотой ключик» готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.